Джаганананда Пандит считается воплощением Сатьябхамы. Satyabhama, of course, is one of the queens of Krishna. Сатьябхама — это одна из цариц Кришны. And she had a very contrary relationship with Krishna. И у нее были с Кришной противоречивые отношения. That is, she liked to quarrel with Krishna. Ей нравилось ссориться с Кришной, ругаться. Well, Krishna also liked to quarrel with her. А Кришне не нравилось с ней ругаться. Rukmini was a different kind of personality. Рукмини была другой личностью, отличающейся. Rukmini was a very submissive wife. Она была очень послушной женой. Krishna once tried to quarrel with Rukmini in the same way that he would quarrel with Satyabhama. Однажды Кришна захотел поругаться или поссориться с Рукмини так же, как он это делал с Сатьябхамой. And he told her that while you're still young, Он сказал ей: ты еще молода, better you find another husband. Лучше найди другого мужа себе. Instead of, a person like me is a bit of a rascal. Такой человек, как я, знаешь, я мошенник, негодяй. And Rukmini fainted. She couldn't believe what she was hearing. Рукмини не могла поверить в то, что она услышала, и упала в обморок. Whereas Satyabhama, she would have quarreled with Krishna. Вместо этого Сатьябхама, напротив, наоборот, она начала спорить, ругаться с Кришной. So there are, начала бы. Different queens with different characters. Были разные царицы с разными характерами. So Jagannatha Pandit, he had that contrary relationship. И у Джаганнаты Пандита тоже были с Господом Чайтаньей такие противоречивые отношения. He would appear to be angry, but his anger was a sign of his great love for Lord Chaitanya. Внешне казалось, что он гневается, но на самом деле этот внешний гнев был проявлением любви к Господу Чайтанье. And he wrote a book called Prema Vivarta. So Vivarta means that contrary nature, contrary kind of love. Он написал книгу Према Виварта, и само слово Виварта означает противоречивые отношения, противоречивые чувства в любви. Jagannatha Pandit went to school with Lord Chaitanya. Джаганнатha Пандит ходил в школу с Господом Чайтаньей. So they used to quarrel in school also. В школе они тоже ссорились. Sometimes they would flick ink at each other. Flicking. Иногда они стреляли друг друга, пулялись чем-то, чернилами. And different kinds of, boyish arguments and fights. Ну и вот так по-детски, по-мальчишески сражались друг с другом. So sometimes, because Jagannatha was in that mood, Lord Chaitanya would send him to Navadvip to send him away from Puri. Из-за этого настроения Джаганнатха Пандита Господь Чайтанья отослал его из Джаганнатхапури в Навадвипу. But also with a service to inform Mother Sachi about the news of Lord Chaitanya. Но также он дал ему служение. Он сказал, чтобы Джаганнатха сообщил матери Сачи о том, как поживает Господь Чайтанья. So they would talk day and night about the pastimes of the Lord. Джаганнатха и Сачи. Yeah. И вот Джаганнатха и Сачи, мать Господа Чайтаньи, день и ночь разговаривали о Господе Чайтанье. As we know, Mother Sachi, she had deities of Krishna and Balaram in her home. Как мы знаем, у матери Сачи были божества Кришны и Баларамы дома. And she used to make offerings to them. И она предлагала им пищу. But often Lord Chaitanya would come and eat the offerings. Но часто сам Господь Чайтанья приходил туда и ел эти подношения. And the offering plate was empty, and she was wondering, did I really put the food there for offering or not? Когда она смотрела на тарелки и видела, что там нет подношений, она думала, а я действительно наложила туда подношение или забыла? But Jagannatha Pandit assured her, sometimes the Lord comes and eats everything you offered. Но Джаганнатха убеждал ее, нет, Господь приходил и съел это все. After eating the food, the Lord says, today Mother has fed me up to my neck.
Съев всю эту пищу, Господь говорил: сегодня мать накормила меня до шеи, по шею. I go there and eat the food my mother offers, but she cannot understand I am eating it directly. What? First sentence. I go there and eat the food my mother offers. Я приходил туда и ел пищу, которую она предлагает, но она не может понять этого. She thinks that this is a dream. Она думает, что это какой-то сон. Sachimata said, I wish Nimai would eat all the nice vegetables I cook. That is my desire. Сатимата говорит: я хочу, чтобы Нимай съел всю пищу, которую я приготовила. Sometimes I think he has eaten them, but afterwards I think I'm only dreaming. Иногда я думаю, что он съедает эту пищу, иногда я думаю, что это просто мне приснилось. So in this way they would talk constantly about the happiness of Chaitanya Mahaprabhu. И так они всегда обсуждали счастье Чайтаньи Махапрабху. Jagannatha Pandit also met the other devotees there. Также Джагадананда встречался с другими преданными в Навадвипе. And they were all very happy to have him present. И все они были счастливы тем, что он присутствует там. He met Advaita Acharya, he met Vasudev Datta and Murari Gupta. Он встречался с Адвайта Ачарьей, с Васудева Даттой, с Мурари Гуптой. They would keep him at their homes and would not allow him to leave. Они не хотели, чтобы он уходил из их домов. And in this way, hearing the pastimes of the Lord from him, they forgot themselves in great happiness. Слушая игры Господа от него, они испытывали величайшее счастье и забывали о том, как течет время. All glories to Jagadananda Pandit. Вся слава Джагадананде Пандиту. He is so favored by Sri Chaitanya Mahaprabhu that anyone who meets him thinks, now I have gotten the association of Sri Chaitanya Mahaprabhu directly. Господь Чайтанья так любит его, что любой, кто встретится с Джагаданандой, понимает: сейчас я встретился с самим Господом Чайтаньей. He would often stay at the house of Shivananda Sen. Часто он оставался в доме Шивананда Сены. There is a pastime. One year, Lord Chaitanya said that he told the devotees, "Don't come next year to Puri. I will come to Bengal to meet you." Однажды в один год Господь Чайтанья сказал преданным: не приходите в Пури, я сам приду к вам в Навадвипу. So in Shivananda's house, Shivananda, Jagadananda and also Nrsingananda Brahmachari were waiting for the Lord to come. И Шивананда, Джагадананда и Нрсимхананда Брахмачари ждали в доме Шивананды прихода Господа. So Shivananda and Jagadananda began to be doubtful after they were waiting for many days. Шивананда и Джагадананда. Шивананда и Джагадананда, не увидев Господа столько дней, начали сомневаться, что он придет. But Nrsingananda Brahmachari said, "Don't worry, I'll bring him here very soon." Но Нрсимхананда сказал: не волнуйтесь, очень скоро я приведу его. And the next day he said, "Today the Lord will come. Bring all the ingredients for cooking." На следующий день он сказал: сегодня придет Господь, принесите все ингредиенты, мы приготовим для So he него. cooked a very nice offering and made 3 offering plates. Он приготовил 3 подношения и приготовил 3 тарелки с подношениями. One for Chaitanya Mahaprabhu, one for the deities there in the house of Shivananda, Jagannath Subhadra Baladev, and one for his own deity Narasingha. Одну тарелку для Господа Чайтаньи, другую тарелку для божеств этого дома, Баладева Субхадры и Джаганатхи, и третью для своих собственных божеств Нрсимхадева. While he was making the offering, suddenly Lord Chaitanya came there and began to eat all the 3 plates. И неожиданно появился Господь Чайтанья и начал есть, бросаться всех 3 тарелок. So Nrsingananda said, "Stop, my Lord. Нрсимхананда сказал: остановись, мой Господь. I have no objection to your eating the plate of Lord Jagannath as well as your own plate, of course." Я не против того, что ты съешь и со своей тарелки, и с тарелки Джаганатхи. Why are you eating the plate of Nrsimha? Но почему ты же ешь с тарелки Нрисимхи? But Lord Chaitanya paid no attention. He went on. He ate all the 3 plates. Господь Чайтанья не обратил на это внимания и съел пищу со всех 3 тарелок. And then disappeared. И исчез. So the Jagadananda and Shivananda, they heard Nrsingananda calling out, "Stop, stop." Когда Джагадананда и Шивананда услышали, как Нрсимхананда кричал: остановись, остановись. And afterwards he told them what happened. И после он рассказал, что случилось. But they were doubtful.
Но они сомневались. But the next year, when they went to Puri, Lord Chaitanya said, "Last year, I went to the house of Shivananda, and the Sringananda cooked a most delicious offering." Но на следующий год, когда они пришли в Пури, Господу Чайтанье, тот сказал: в прошлом году меня очень вкусно накормили в доме Шивананды. И Симхананда приготовил вкусный просад. So in this way, Jagannatha and Shivananda were convinced. Итак, Джаганананда и Шивананда убедились. So one time, when Jagannatha was staying at Shivananda's house, they prepared a big earthen pot full of sandalwood oil. Однажды, пока Джаганананда жил как раз в доме Шивананды, они приготовили огромный глиняный горшок, наполнили его сандаловым маслом. Very valuable. Очень дорогое масло. And with great care, Jagannatha brought it to Jagannath Puri. И с великим вниманием, заботой Джаганананда принес этот горшок в Пури. So he placed this oil in the care of Govinda, and Jagannatha requested him, "Please rub this oil on the body of the Lord." Он отдал этот горшок Говинде, личному слуге Господа, и сказал: наноси это масло на тело Господа. Govinda told Mahaprabhu, "Jagannatha Pandit has brought some scented sandalwood oil." Говинда сказал Махапрабху: Джаганананда принес масло сандаловое. It's his desire, your lordship, apply a little oil on your head, so that the blood pressure due to bile and air will be considerably diminished. И он хочет, чтобы я наносил это масло тебе на голову, чтобы давление кровяное понижалось. He prepared a great jug of it in Bengal, and with great care he has brought it here. Это масло приготовили в Западной Бенгалии и с большой осторожностью принесли сюда. The Lord replied, Господь ответил: "A sannyasi has no use for oil, саньяси не нужно масло, especially perfumed oil such as this. особенно ароматизированное, такое как это. Take it out immediately. Унеси его немедленно. Deliver this oil to the temple of Jagannath, Отнеси это масло в храм Джаганатхи. where it may be burned in the lamps." Может быть, его в лампы будут помещать, чтобы там горело оно. In this way, Jagannatha's labor will be perfectly successful. И таким образом работа Джагадананды станет успешной. So when Govinda informed Jagannatha, he kept silent. Когда Говинда рассказал об этом Джагадананде, Джагадананда замолчал. After 10 days, Govinda again told Mahaprabhu, "It's the desire of Jagannatha that your lordship accept the oil." После 10 дней Говинда снова сказал Господу Чайтанье: Джагадананда хочет, чтобы ты наносил это масло на свое тело. When the Lord heard this, he angrily said, "Why not keep a masseur to massage me?" Когда Господь Чайтанья услышал это, он разгневался и сказал: тогда почему бы не завести массажиста, чтобы он каждый день делал мне массаж? Have I taken sannyas for such happiness? Я разве саньясу я для этого принимал? Accepting this oil would bring my ruination, and all of you would laugh. Если я приму это масло, это разрушит мою саньясу, и все вы будете смеяться надо мной. So hearing these words from Chaitanya Mahaprabhu, Govinda remained silent. Услышав это от Чайтаньи Махапрабху, Говинда замолчал. The next morning, Jagannatha went to see the Lord. На следующее утро Джагадананда пришел увидеть Господа. So Mahaprabhu said, "My dear Pandit, you have brought me some oil, but I am in the renounced order. I cannot accept it." Махапрабху сказал: мой дорогой пандит, ты принес это масло, но я саньяси, я не могу его принять. Take this oil to the temple of Jagannath, so it may burn in the lamps. Отнеси его в храм Джаганатхи, чтобы они использовали его в лампадах. Thus your labor will be fruitful. Тогда твоя работа будет иметь хороший результат. Jagannatha replied, Джагадананда ответил: "Who tells you all these false stories? кто тебе все эти глупости рассказал? I never brought any oil from Bengal." Никогда я никакое масло из Бенгалии не приносил. After saying this, he took the jug of oil from the room and threw it down in the courtyard and broke it in front of Chaitanya Mahaprabhu. После этих слов он взял этот горшок, отнес его во двор и разбил его прямо перед Господом Чайтаньей. So very angry reaction. Очень такая гневная реакция была у него. And then he returned to his residence, bolted the door and lay down. Затем он вернулся в свой дом, запер дверь и лег. So sulking. Sulking. When a woman's upset, she might go and sulk, you know, or a child might go and sulk, you know.
Not postitsa. Нет, Обиженный, да. Not exactly insulted, but sulking. Don't talk to anybody, just kind of. Мы бы надуться, да, обидеться, он обиделся, надулся. Надулся. We use this word. Huh? We use this word. Okay. All right. So for 3 days, you know, he didn't get up. 3 дня он не вставал с кровати. Finally, Lord Chaitanya himself had to go and knock the door. В конце концов, Господь Чайтанья лично пришел и постучался к нему в дверь. Dear Jagannatha, please get up. Дорогой Джаганананда, пожалуйста, вставай. I want you to personally cook my lunch today. Я хочу, чтобы ты сегодня лично приготовил для меня обед. I'm going to see Lord Jagannath. I will return at noon. Я отправляюсь посмотреть на Господа Джаганатху и к полудню вернусь. So then Jagannatha Pandit got up and bathed and began to cook. Джаганананда встал, совершил омовение, начал готовить. So the Lord came back. Jagannatha washed his feet and gave the Lord a nice sitting place. Когда Господь вернулся, Джаганананда омыл его стопы и дал ему место, хорошее место. So he had cooked very nice rice and piled it high on a banana leaf. Он приготовил очень вкусный рис, с горкой наложил на банановом листе все это. Then he prepared many varieties of vegetables and put them in a small pots made of banana tree bark all around. И приготовил много различных видов овощей, и все это разложил по маленьким тарелкам, сделанным из коры бананового дерева. He put tulsi leaves on the rice and vegetables. Поместил туласи на овощи и рис. And also put many other cakes and sweet rice and other prasad of Lord Jagannath. И также положил рядом различные пирожные, сладости от Господа Джаганатхи. The Lord Chaitanya kept his hand raised over the prasad and would not eat. Господь Чайтанья поместил свои руки над этим прасадом и не ел. Take another leaf and put prasad for yourself and we'll eat together. Сказал: возьми еще один лист, отложи себе прасад, и мы будем вместе кушать. But Jagannatha said, please take prasad first, I shall eat later. I will not refuse your request. Джаганананда ответил: пожалуйста, прими прасад первый, я приму потом. So then Mahaprabhu accepted the lunch. Махапрабху принял обед, съел обед. He said, even when you cook in an angry mood, the food is very tasteful. И сказал: даже если ты готовишь в гневе, пища очень вкусная. This shows how pleased Krishna is with you. Это показывает, насколько Кришна доволен тобой. Because he will personally eat the food, Krishna makes you cook so nicely. Поскольку Кришна лично ест твою пищу, он сделал так, чтобы ты готовил очень вкусно. You offer such nectarian rice to Krishna. Ты предложил такой нектарный рис Кришне. Who can estimate the limit of your fortune? Кто может оценить границы твоей удачи? Jagannatha replied, he who will eat has cooked this. Джагананда ответил: тот, кто съел, это приготовил. As far as I am concerned, I simply collect the ingredients. Что касается меня, я просто собрал все ингредиенты вместе. So he continued to give the Lord more and more prasadam. И он продолжал подкладывать Господу прасад. And out of fear, the Lord said nothing but continued eating. И из страха Господу ничего не оставалось, кроме как все это съедать. In this way, Jagannatha eagerly forced the Lord to eat more and more. Так Джагананда заставлял Господа практически есть больше и больше. Again and again, when the Lord wished to get up, Jagannatha would feed more vegetables. Снова и снова, как только Господь Чайтанья хотел уже встать из-за стола, Джагананда подкладывал еще овощей. Because Lord dared not forbid him, because he feared that Jagannatha would fast if he stopped. И Господь Чайтанья просто не смел остановить его, потому что он боялся, что Джагананда снова начнет поститься. At last the Lord said, my dear Jagannatha, you have already made me eat 10 times more than I'm used to. Now please stop. В конце концов Господь Чайтанья сказал: дорогой Джагананда, я съел уже в 10 раз больше своей обычной нормы, пожалуйста, остановись. So then the Lord stood up and washed his hands and mouth, and Jagannatha brought spices, a garland, and sandalwood pulp. Тогда Господь Чайтанья встал, омыл свои руки, стопы и рот. Джагананда принес ему специи после еды и одел гирлянду. It's very traditional in Bengal. Это традиция Бенгалии. If you go to someone's house after, they'll give you some
spices and put sandalwood and a garland. После просада вам могут предложить в Бенгалии специи для пищеварения, и сандалы немножко на лоб нанесут и оденут гирлянду. Very nice culture. Очень хорошая культура. So the Lord said, "Now, in front of me, you must eat." Господь Чайтанья сказал: нет, в моем присутствии ты должен съесть, есть. Jagannatha replied, "My Lord, please take rest. I shall take prasad after I finish feeding Ramai Pandit and Raghunath Bhatta, who helped me with the cooking." Джагананда ответил: пожалуйста, Господь, ты отдохни, а я поем после того, как покормлю Ramai Pandit Рамай Пандита and Raghunath Bhatta, и Рагунатху Бхатту. who helped me with the cooking. Они помогали мне готовить. So Chaitanya Mahaprabhu then told Govinda, "You remain here. When the Pandit has taken his food, come and inform me." Господь Чайтанья сказал Говинде: ты останься здесь, и когда пандит примет пищу, придешь, мне скажешь. After that, when Mahaprabhu had left, Jagannatha Pandit said to Govinda, Когда Махапрабху ушел, Джагананда сказал Говинде: "Go quickly and massage the Lord's feet. скорей беги и помассируй стопы Господа. You may tell him the Pandit has just sat down to take his meal. Скажи, что пандит сел как раз кушать. I shall keep some remnants of the Lord's food for you. А я для тебя оставлю для тебя просад Господа. When he is asleep, come and take your portion." Когда Господь уснет, приди, и я дам тебе твою порцию. Thus Jagannatha Pandit distributed the remnants of the Lord's food to Ramai, Nandai, Govinda and Raghunath Bhatta. Так Джагананда раздал остатки пищи Рамаю, Говиндадате, Raghunath Bhatta, Рагунатхи Бхатте, Nandai. Нандаю. He also personally ate the remnants of food left by Chaitanya Mahaprabhu. И также он лично поел остатки, которые были там после того, как Господь Чайтанья принял пищу. Again the Lord told Govinda, "Go and see whether Jagannatha is eating, then return and let me know." И снова Господь сказал Говинде: иди посмотри, поел ли пандит, и скажешь мне потом. When he heard that Jagannatha was in fact eating, then the Lord became peaceful and went to sleep. И когда он узнал, что Джагананда пандит реально покушал, тогда Господь Чайтанья успокоился и уснул. So the affectionate, loving exchanges between Jagannatha and Lord Chaitanya are exactly like the exchanges between Satyabhama and Krishna related in the Srimad Bhagavatam. Эти любовные отношения между Господом Чайтаньей и Джаганандой такие же, они идентичны отношениям Кришны и Сатьябхамы, как они описываются в Шримад Бхагаватам. Who can estimate the limit of Jagannatha Pandit's fortune? Кто может оценить границы удачливости Джагананды Пандита? Anyone who hears about the loving exchanges between Jagannatha and Chaitanya Mahaprabhu, or who reads Jagannatha's book, Prema Vivarta, can understand what love is. Любой, кто услышит об этих отношениях Джаганананды и Господа Чайтаньи или прочитает книгу Джаганананды Према Виварта, поймет, что такое любовь. Moreover, he achieves ecstatic love for Krishna. Более того, он обретет экстатическую любовь к Кришне. So another time, the devotees were very disturbed because Lord Chaitanya, he would lie down on the floor, and it would cause him pain in his bones. Однажды преданные были очень огорчены тем, что Господь Чайтанья лежал на полу, и это причиняло проблемы его костям. So Jagannatha, he thought of a solution. Джагананда начал думать о том, как решить эту проблему. He got some very nice cloth and filled it up with cotton. Он взял очень хорошую качественную ткань и наполнил ее хлопком. And he made a very nice quilt and a pillow. Quilt means Like a mattress. thin mattress sort of thing. И он сделал такой хороший, очень мягкий матрас и подушку. So then he asked Swarup Damodar, please ask Lord Chaitanya to lie on the bed. И сказал Сварупе Дамодари: пожалуйста, попроси Господа Чайтанью спать на этой кровати. But when Chaitanya Mahaprabhu saw that, he became very angry. Но когда Господь Чайтанья это увидел, он пришел в гнев. Who has made this, he said. Кто это сделал?
When Govinda named Jagannatha Pandit, Lord Chaitanya became fearful. Когда Говинда сказал, что это сделал Джагадананда, Господь Чайтанья испугался. Fearful. Да, испугался. Испугался. So then, the Lord asked Govinda to put aside the quilt and pillow, and he lay on the floor on some dry plantain bark. Господь Чайтанья попросил эту кровать убрать все-таки из дома, а сам лег на что-то вот с коре, вот что-то в таком сухом, на что-то такое сухое. Swarup Damodar said to the Lord, I cannot contradict your supreme will, my Lord. Сварупа Дамодар сказал: я не могу противоречить твоей верховной воле, мой Господь. But if you do not accept the bedding, Jagadananda Pandit will feel great unhappiness. Но если ты не примешь эту кровать, то Джагадананда будет очень несчастлив. Chaitanya Mahaprabhu replied, why not bring a big bed for me to lie on? Так Господь Чайтанья ответил: ну тогда почему бы не понести мне огромную кровать? Jagadananda wants me to enjoy material happiness. Джагадананда хочет, чтобы я наслаждался материальным счастьем. I am in a renounced order, and therefore I must lie on the floor. Но я в отреченном укладе нахожусь, поэтому я должен спать на полу. So when Swarup Damodar returned and related all these incidents, Jagadananda was very unhappy. И когда Сварупа Дамодар рассказал все это Джагадананде, тот был очень несчастлив. Then Swarup Damodar devised another method. Тогда Сваруп придумал другой метод. He secured a large quantity of dry banana leaves. Он собрал большое количество сухих банановых листьев. Then with his nails he tore the leaves into fine fibers. Своими ногтями он разделил эти листья на очень тонкие нити. And filled two of Mahaprabhu's outer garments with the fibers. И outer garments. Yeah, it's like sannyas. И он наполнил этими нитями, этой фиброй одежду Махапрабху. And then he convinced the Lord. He made a mattress and a pillow and convinced the Lord with great endeavor to accept them. Он сделал таким образом матрас, подушку и с большими усилиями убедил Махапрабху лежать на этом. So everyone was very happy to see the Lord lie on that bed. Все были счастливы, видя, что Господь спит на этой кровати. But Jagadananda was inwardly angry, and externally he appeared very unhappy. Но Джагадананда был разгневан, и внешне он проявил свое несчастье, свою неудовлетворенность. So formally, Jagadananda had desired to go to Vrindavan. Раньше у Джагадананды было желание отправиться во Вриндаван. But Lord had not given him permission. Но Господь не давал ему разрешения. Now, concealing his anger and unhappiness, Jagadananda Pandit again asked Lord Chaitanya Mahaprabhu for permission. Теперь, пытаясь как-то скрыть свой гнев, свое несчастье, Джаганананда снова обратился к Господу за разрешением отправиться во Вриндаван. Chaitanya Mahaprabhu said, if you're angry with me when you go to Mathura, you will merely become a beggar and criticize me. Господь Чайтанья сказал: если ты на меня гневаешься и отправишься в Мадхуру, то ты будешь просто там критиковать меня. Grasping the Lord's feet, Jagadananda said, for a long time I have desired to go to Vrindavan. Схватив стопы Господа Чайтаньи, Джагадананда сказал: уже долгое время я хочу поехать во Вриндаван. I could not go without your permission, but now you must give me permission. Я не могу поехать без твоего разрешения, но сейчас ты должен дать мне это разрешение. But Lord Chaitanya would not allow. But again and again Jagadananda insisted. Но Господь Чайтанья не разрешал, и снова Джагадананда настаивал. And he submitted to Swarup Damodar. For a long time I wanted to go to Vrindavan. И он обратился к Сварупе Дамодаре, сказав: уже столько времени я хочу отправиться во Вриндаван. But Lord won't let me go because he says you're angry. Но Господь не отпускает меня из-за моего гнева. Naturally, I have a desire to go to Vrindavan. Естественно, я хочу во Вриндаван отправиться. So finally, Swarup Damodar asked the Lord, please allow him to go. В конце концов, Сварупа Дамодар попросил Господа: пожалуйста, отпусти его. You allowed him to go and see Mother Sachi in Bengal. Similarly, you can allow him to go to Vrindavan and then return here. Ты позволил ему отправиться в Бенгалию, повидаться с матерью Сачи, и также ты можешь позволить ему съездить во Вриндаван и потом вернуться. So at the request of Swarup Damodar, Chaitanya Mahaprabhu granted permission for Jagadananda Pandit to go.
После этой просьбы Сварупы Дамодары Господь Чайтанья разрешил Джаганананде отправиться во Вриндаван. He said, you may go as far as Varanasi without disturbance, but after that you should travel in the company of Kshatriyas. Ты можешь, до Варанаси ты можешь дойти без особых беспокойств, но потом ты должен идти дальше уже в компании кшатриев. As soon as the plunderers on the road see a Bengali traveling alone, they take everything from him, arrest him, and do not let him go. Plunderer, robber, robbers. Как только грабители видят бенгальца, идущего одинокого по дороге, они тут же забирают у него все, грабят его. Because Bengalis, they're not very physically strong, they're very mentally smart. Потому что бенгальцы физически не очень сильные, они маленькие, щуплые, но у них хороший интеллект. So the thieves would capture them and use their intelligence to steal more. И поэтому эти грабители их ловят и use their intelligence. And get their help, get them to use their intelligence. И с помощью разума этих бенгальцев они могут получить еще больше даже. So Lord said, when you reach Mathura, remain with Sanatana Goswami and offer respectful obeisances to all the leading Vaishnavas. Дальше Господь сказал, когда ты придешь в Мадхуру, оставайся с Санатаной Госвами и всегда выражай почтение всем там старшим вайшнавам. Do not mix freely with the residents of Mathura. Show them respect from a distance. Не смешивайся с жителями Мадхуры, выражаем почтение на расстоянии. Because you're on a different platform of devotional service, you cannot adopt their behavior and practices. Поскольку ты находишься на другом уровне духовного развития, преданного служения, ты не можешь подражать их поведению, их служению. Visit all 12 forests of Vrindavan in the company of Sanatan and do not leave his association for a moment. Посети все 12 лесов Вриндавана в сопровождении Санатаны Госвами и не оставляй его общения. You should remain in Vrindavan for only a short time and then return here as soon as possible. Оставайся во Вриндаване только на короткое время и как можно скорее вернись. Do not climb Govardhan Hill to see the Gopal deity. Не поднимайся на холм Говардхан, чтобы видеть божество Гопала. Inform Sanatan I am coming to Vrindavan for a second time and that he should arrange a place for me to stay. Информируй Санатану Госвами, что я приду во Вриндаван во второй раз, и чтобы он организовал мне место для жительства, для жизни. Of course, Lord Chaitanya actually never went for a second time. He only went once to Vrindavan. Конечно же, второй раз Господь Чайтанья никогда не приходил во Вриндаван, был там только один раз. But still he had the desire. Но желание у него было. So then Jagannatha Pandit departed. Тогда после этого Джаганананда ушел. When he reached Varanasi, he met Tapan Mishra and Chandrasekhar. В Варанаси он встретил Тапану Мишру и Чандрашекхару. And they both heard about him, from him about Chaitanya Mahaprabhu. Оба они услышали от него о Чайтанье Махапрабху. Then he came to Mathura and met Sanatan. Затем он пришел в Мадхуру, встретился с Санатаной. They visited all the 12 forests of Vrindavan. Вместе они посетили все 12 лесов Вриндавана. Then they remained in Gokula. Остались потом в Гокуле. They stayed in Sanatana Goswami's cave, but Jagadananda Pandit would go cook for himself at a nearby temple. Они жили в пещере Санатаны Госвами, но Джаганананда готовил для себя в ближайшем храме. Sanatana Goswami would beg alms from door to door, and sometimes he'd go to a temple and sometimes to a Brahman's house. Санатана Госвами собирал милостыню от двери к двери, иногда он ходил в храмы собирать милостыню, иногда к браманам. He took care of all Jagadananda's needs. И он заботился о всех нуждах Джаганананды. He begged in the area of Mahavan and brought Jagadananda all kinds of things to eat and drink. Он собирал пожертвования в Махаване и приносил Джаганананде пищу и питье. One day Jagadananda, having invited Sanatan to the nearby temple for lunch, began to cook. Однажды Джаганананда, пригласив Санатану на обед в ближайший храм, начал готовить. Previously, a sannyasi named Mukunda Saraswati had given Sanatana Goswami
a saffron cloth. Незадолго до этого один саньяси Мукунда Сарасвати подарил Санатане одежду, шафрановую одежду. So Sanatan was wearing this cloth bound about his head. Санатана надел эту одежду, эту ткань себе на голову. And he came to Jagannatha Panda's door and sat down. Он пришел к двери Джаганананды Пандита и сел там. So thinking the reddish cloth was a gift from Chaitanya Mahaprabhu, Jagannatha Pandit was overwhelmed with ecstatic love. Подумав, что этот кусок ткани был на самом деле подарком Чайтаньи Махапрабху, Джаганананда погрузился в эстетическую любовь. Thus he questioned Sanatana Goswami. Он спросил Санатану Госвами: Where did you get that reddish cloth on your head? Где ты взял эту шафрановую одежду, эту шафрановую ткань, которая на твоей голове? Sanatana replied, Mukunda Saraswati gave it to me. Санатана ответил: мне ее дал Мукунда Сарасвати. Hearing this, Jagannatha Pandit became very angry. Услышав это, Джаганананда очень разгневался. And he took a cooking pot in his hand and wanted to beat Sanatana Goswami. Он схватил кастрюлю какую-то и хотел уже ударить Санатану Госвами. Sanatana, however, knew Jagannatha very well and was ashamed. Санатана, не зная вот этот вот характер, No, he knew him well. Зная хорошо характер Джаганананды, Санатана приготовился. Yeah, and he felt ashamed. Он почувствовал стыд. So Jagannatha left the cooking and spoke as follows. Джагананда перестал готовить и сказал следующие слова. You are one of the chief associates of Chaitanya Mahaprabhu. Ты один из главных спутников Чайтаньи Махапрабху. Indeed, no one is dearer to him than you. На самом деле нет никого для него дороже, чем ты. Still you have bound your head with cloth from another sannyasi. И тем не менее, ты обвязал свою голову тканью, которую дал тебе другой саньяси. Who can tolerate such behavior? Кто это может вытерпеть вообще? Такое поведение. Sanatana Goswami said, My dear Jagannatha Pandit, you are a greatly learned saint. Санатана ответил: мой дорогой Джаганананда Пандит, ты очень образованный мудрец святой. No one is dearer to Chaitanya Mahaprabhu than you. Нет никого более дорогого Господу Чайтаньи, чем ты. This faith in Chaitanya Mahaprabhu fits you quite well. Это такая вера в Господа Чайтанью очень тебе подходит. Unless you demonstrate it, how could I learn such faith? Если бы ты ее не показал мне, как бы я понял, что такая вера вообще существует? My purpose in binding my head with the cloth has now been fulfilled. И сейчас то, что я обвязал свою голову этой тканью, принесло свой наилучший плод. This saffron cloth it has now been fulfilled because I have personally seen your uncommon love for Sri Chaitanya Mahaprabhu. Потому что благодаря этому я смог увидеть твою непревзойденную любовь к Чайтаньи Махапрабху. This saffron cloth is unfit for a Vaishnava to wear. Эта шафрановая ткань недостойна того, чтобы ее носил вайшнав. Therefore I have no use for it. Поэтому для меня она бесполезна. I shall give it to a stranger. Я отдам ее незнакомцу какому-нибудь. When Jagannatha finished cooking, he offered the food to Chaitanya Mahaprabhu. Когда Джаганананда закончил готовить, он предложил пищу Чайтаньи Махапрабху. Then he and Sanatana Goswami sat down and ate the prasad. Потом они вместе с Санатаной Госвами сели и стали есть прасад. After eating the prasad, they embraced each other and cried due to separation from Lord Chaitanya Mahaprabhu. Съев прасад, они обнялись и стали плакать из-за разлуки с Господом Чайтаньей. Съев прасад, они обнялись и стали плакать из-за разлуки с Господом Чайтаньей. They passed 2 months in Vrindavan in this way. Таким образом, они провели 2 месяца во Вриндаване. Finally, they could no longer tolerate the unhappiness of separation from Sri Chaitanya Mahaprabhu. В конце концов, они уже не могли терпеть эту разлуку с Чайтаньей Махапрабху. Jagannatha Pandit therefore gave Sanatana Goswami the message from the Lord. Поэтому Джагананда Пандит передал Санатане Госвами послание Господа. I'm also coming to Vrindavan. Please arrange a place for me to stay. Где Господь говорит: я тоже приду во Вриндаван, пожалуйста, устрой для меня место, чтобы я мог жить. So when Sanatana gave permission to Jagannatha to return to Puri, he gave him some gifts for Lord Chaitanya Mahaprabhu. Затем Санатана дал разрешение Джаганананде вернуться обратно в Пури и вместе с ним передал подарки для Чайтаньи Махапрабху. Some sand from the site of the Rasa-лила.
немного песка с места, где проходила раса лила, a Govardhan Shila, Говардхан Шилу, some dry ripened pilu fruits, высушенные спелые плоды пилу and a garland of small conch shells. и гирлянду из маленьких раковин. So then Jagannatha departed. Джагадананда ушел. Sanatan arranged a place for the Lord. Санатана организовал место для того, чтобы Господь мог жить. Near a temple, and he kept the temple very clean, and in front he erected a small hut. Это было недалеко от храма. Храм он поддерживал в чистоте, а рядом с храмом небольшую хижину сделал. So Jagannatha then returned very quickly to Puri. Очень быстро Джагадананда вернулся в Пури. He offered obeisances to the Lord. Предложил свои поклоны Господу. Then the Lord embraced him very strongly. Затем Господь очень сильно, крепко обнял его. Jagannatha also offered obeisances on behalf of Sanatan. Также Джаганатанда предложил поклоны от имени Санатаны. Then he gave the gifts to the Lord. Дал эти подарки Господу. So the Lord kept all the gifts except the pilu fruits. И Господь оставил у себя все подарки, за исключением фруктов, этих плодов пилу. And he distributed them to the devotees. Их он раздал преданным. So the devotees, they didn't know what the fruits were, but anyway, they were from Vrindavan, so they ate them with great happiness. Преданные не знали, откуда это все, что это такое. Раз это из Вриндавана, они стали есть это с великим счастьем. But some devotees were familiar. They just sucked on the seeds. Но некоторые преданные знали, что это за плод, и знали, что их нужно просто обсасывать до косточки. But some of the Bengali devotees didn't know what they were. They chewed the seeds and they swallowed them. Но некоторые преданные из Бенгалии не знали об этом, они просто все переживали и проглотили. And the hot chili-like taste burned the tongues of those who chewed the seeds. И те, кто начал разжевывать косточки, почувствовали острый вкус этих семян. The eating of pilu fruits from Vrindavan was a pastime for Chaitanya Mahaprabhu. И раздача и поедание этих плодов пилу из Вриндавана было игрой для Господа Чайтаньи. When Jagannatha Pandit returned from Vrindavan, everyone was jubilant. Когда Джагадананда вернулся из Вриндавана, все были счастливы. Thus Chaitanya Mahaprabhu enjoyed his pastimes while residing at Jagannath Puri. Таким образом, Господь Чайтанья наслаждался своими играми, живя в Джаганнатхапури. So, Hare Krishna. Those are some of the pastimes of the Lord. Некоторые игры Господа with Jagannatha Pandit. С Джагаданандой Пандитом. So, any question? Есть ли вопросы? Да, пожалуйста. Микрофон, да. Там кнопочка. Харе Кришна. Вот вы сказали, что Джагадананда Пандит — это Сатьябхама. А кто Рукмини в Гаура-лиле? Гададхар Пандит. Гададхар Пандит. И, может быть, какие отношения были у него с Господом Чайтаньей? Может быть, немножко расскажете? With Gadadhar Pandit? Да. Как это проявлялось? Как с Рукмини отношения у Кришны были, а как у Господа Чайтаньи с Гададхар Пандитом? Well, also, I mean, he was very submissive devotee, Gadadhar Pandit. Гададхар тоже был очень послушным, преданным. They had similar character to Rukmini. У него был такой же характер, как и у Рукмини. And actually, he had taken a vow of Ketra Sannyas, which means he wouldn't leave the dam, Jagannath Puri dam. Гададхар Пандит дал обет Кшетра Саньясы. Обет заключается в том, что он никогда не покинет эту дхаму, Кшетра дхаму. But when Lord Chaitanya left, he followed him, he broke the vow. Но когда Господь Чайтанья ушел в Джаганнатхапури, то Гададхар пошел за ним, нарушил свой обет. He was so attached to the Lord. Настолько был привязан к Господу. So he was very submissive and very attached. Он был очень привязан, очень послушен Господу.
Yeah. Харе Кришна. Харе Кришна. Подскажите, пожалуйста, вот, ну, не по теме, конечно, но мне все время интересно, вот откуда Господь Нитьянанда брал свои украшения, вот на что они вообще существовали, поддерживались. Where did Nityananda Prabhu get all his wealth, all his jewelry, how they sustain themselves? Well, there is a story also in the Antья-лила. Есть история, также описанная в Антья-лиле, when Lord Nityananda went to Panihati. когда Господь Нитьянанда пришел в Панихати. Then Raghunath Das came there. Туда же также пришел Рагунат Дас. Raghunath Das at that time was a householder. В то время он был домохозяином. Рагунат Дас. So he was from a very wealthy family. Он был из очень богатой семьи. His father and uncle were landowners, very, very wealthy landowners. Его отец и его дяди были очень богатыми землевладельцами. And when he offered dandavats to Lord Nityananda. Он пришел и предложил дандават Господу Нитьянанде. And Lord Nityananda said, "You are a thief." И Нитьянанда сказал: ты вор. So you have to repay me by feeding me and all my associates. И ты должен как бы отплатить мне, накормив меня и всех моих спутников. So Raghunath bought huge quantities of chipped rice and yogurt. Рагунат принес огромное количество риса и йогурта. And made a very famous feast there at Panihati. И приготовил очень знаменитый пир Панихати. Chiradahi Utsav, as it's called. Называется Чирадахи Утсав. The festival of chipped rice and yogurt. Это фестиваль чит, это такой плющенный рис, который смешивают с йогуртом, такое блюдо очень популярное в Бенгалии. So that's one of the festivals on our calendar, Vaishnava calendar. Один из фестивалей в нашем вайшнавском календаре ежегодно. Usually about June, I think. June. Обычно в июне. June, July time, yeah, usually. В июне, в июле. I know Jai-Pataka Maharaj developed it as a festival, particularly in Atlanta temple, because it's called New Panihati. Prabhupada gave it the name New Panihati. Джай-Патак Махарадж особенно этот фестиваль развивал в храме в Атланте, в США, потому что Прабхупада назвал это место Новый Панихати. And he also, developed it in original Panihati. И также Махарадж очень сильно развил этот праздник в оригинальном Панихати. I've been there once with him at that festival. Я однажды был там с ним вместе на этом фестивале. And still the Mayapur devotees, they make a big festival there every year. И до сих пор преданные в Майяпуре делают большой фестиваль там в это время. But after that, Lord had, at that festival, Lord Chaitanya also came. Во время этого фестиваля туда также пришел Господь Чайтанья. Although at the time he was staying in Puri. Хотя в это время он жил в Пури. But as we know, he would appear in his avirbhav form in other places. Но, как мы знаем, он мог появляться в своей форме авирбхава во многих других местах также. So, as we mentioned in Mother Sachi's house, that's one of the places he would appear in that form. Как я уже упоминал, вот одно из мест, где Господь появлялся в этой форме, это дом матери Сачи. Or when he came, when Nrsimhananda made that offering also. И также, когда Нрсимхананда предлагал свои подношения, он пришел. So similarly, he came to the Panihati festival. И также он пришел на фестиваль Панихати. And Nityananda was feeding him, pushing this chiradahi in Lord Chaitanya's mouth, and Lord Chaitanya was pushing chiradahi into Nityananda's mouth, and this way they were enjoying their pastimes. И Нитьянанда и Господь Чайтанья кормили друг друга из рук этим рисом, смешанным с йогуртом, чирадахи. But after that, then Raghunath, he delivered a large quantity of gold to Lord Nityananda's treasurer.
После этого Рагунатха Дас дал огромное количество золота казначею Господа Нитьянанды. So, you know, rich men, rich Vaishnavas would give him big donations. Богатые вайшнавы давали ему хорошие пожертвования. Could be. If somebody didn't, if some rich man actually didn't receive Lord Nityananda properly, then he could get severe reaction. Если какой-то богач вдруг не принимал должным образом Господа Нитьянанду, он мог получить этот богач серьезнейшие реакции. There was one rich person called Ramchandra Khan. Был один богатый человек, его звали Рамачандра Кхан. So when Lord Nityananda came to his village with his followers, когда Господь Нитьянанда вместе со своими последователями пришел в деревню этого Рамачандры Кхана, the Lord sent his assistant to ask Ramachandra Khan for a place to stay. Господь отправил одного из своих помощников к Рамачандре Кхану, чтобы тот организовал прием. Ramachandra Khan should have come and received the Lord properly. Конечно же, Рамачандра Кхан должен был прийти лично и выразить должное почтение Нитьянанде. But he didn't bother. He just sent his servant. Но он не озаботился этим, просто послал своего слугу. And told Lord Nityananda, you can stay in the cow shed. Тот передал Нитьянанде, что они могут остановиться в коровнике. So Lord Nityananda was very angry. Нитьянанда разгневался. And he didn't stay at all in the village. He left with all his followers. И он, в принципе, ушел из этой деревни, не стал там проводить время. So after a couple of days, the Mohammedan tax collector came. Через несколько дней в эту деревню пришел мусульманский сборщик податей. And it's said that he actually he cooked cow's meat in the courtyard of Ramchandra Khan. И говорится, они готовили мясо коров прямо во дворе этого Рамачандры Кхана. And it took away all his property, his house. Забрали всю его собственность, забрали его дом. And burned the whole village where all his relatives were living. Сожгли всю деревню, где жили родственники этого человека. So we got very severe reaction for not receiving Lord Nityananda properly. То есть человек получил суровейшие реакции из-за того, что не принял правильным образом Господа Нитьянанду. So I think the wealthy Vaishnavas knew that they should take care of Lord Nityananda nicely. Я думаю, что богатые вайшнавы должны знать, что нужно как-то вот щедрым быть, заботиться о Нитьянанде. So I think he had no problem for. То есть я думаю, в то время у него не было проблем с тем, что богатые вайшнавы ему что-то жертвовали. Харе Кришна, спасибо за лекцию. Скажите, а как нам правильным образом воспринимать гнев наших близких, и как нам правильно воспринимать свой гнев по отношению к ним? Well, we have to be tolerant. Нужно быть терпеливым. And also self-controlled. И контролировать себя. So, well, try to behave in such a way as not to agitate others, if possible. По возможности нужно так себя вести, чтобы не беспокоить других, не возбуждать их. But if someone unnecessarily becomes angry, then yeah, you have to tolerate. Но если кто-то все-таки разгневался, тогда нужно быть терпеливым. Or if we have to say something, you say it in a controlled way. Don't let yourself be controlled by anger. И если мы что-то должны все-таки ответить, что-то сказать, то нужно это делать контролируемым образом. То есть нельзя подпадать под контроль гнева. Because if one gets under the control of anger, then easy to commit offenses. Потому что если вы попали под контроль гнева, очень легко совершить оскорбление в этом состоянии. Easy to become agitated.
легко прийти в беспокойство. And you know that if you commit offenses to Vaishnavas, then the agitation can go on for weeks and months. Если вы оскорбили Вайшнава, то это возбуждение может месяцы, недели продолжаться. So, and it can disturb your spiritual life. И может обеспокоить вашу духовную жизнь. So, yeah, be tolerant and self-controlled. Нужно быть терпеливым и контролировать себя. Харе Кришна. А вот про гнев. Вот он гнев дает всегда энергию хорошую для какой-то деятельности. Как ее правильно, может как-то правильно гнев можно задействовать? Well, yes, Prabhupada does say it can be used in Krishna's service, like a parent may chastise the child in order to train the child. Прабхупада говорил, что его можно использовать с пользой. Например, родители могут использовать гнев, чтобы научить чему-то ребенка. Or a guru might chastise a disciple. Или гуру может отчитывать, ругать ученика. Prabhupada sometimes he did chastise disciples and even say, "Don't mind, but I am doing it, for your benefit, so that you can learn, how to behave properly." Иногда Прабхупада ругал своих учеников, но он говорил, что не беспокойся по этому поводу, я должен это делать, чтобы обучать тебя. That's a proper use of anger. Это правильное использование гнева. Controlled use. Такой контролируемый способ использования гнева. Харе Кришна, Прабху. Спасибо, что приехали к нам. И у меня такой вопрос. Господь Чайтанья имел отношение с Джагаданандой Пандитом, как с Сатьябхамой, с Гададхара Пандитой, как Рукмини. Но какие отношения он имел с Радхарани, сам являясь Радхарани? Если он, как Кришна, имел отношения с этими особыми, то с Радхарани какие были отношения? Well, he was both Radha and Krishna combined. Он был совмещенной формой Радхи и Кришны. So, generally he was himself in the mood of Radharani. Обычно он сам был в настроении Радарани. Feeling the mood of separation from Krishna most of the time. То есть большее количество времени он был в настроении разлуки с Кришной. Но он же показывал нам пример, как быть преданными. То есть он должен был как-то упоминать Радхарани, отношения наши с Радхарани. Нет? Он совсем не упоминал ее. Well, like I said, he had the mood of Radharani. He was showing us how to serve Krishna, how to love Krishna. Как я уже говорил, он был в настроении Радарани и показывал нам, как служить Кришне, как служить ему. So, Radharani is the topmost devotee. Радарани — это самая высшая преданная. So we are under her shelter. Мы принимаем прибежище у нее. And we have to follow in her footsteps in serving Krishna. И должны следовать по ее стопам в служении Кришне. So she's like the original guru. Она как изначальный гуру. So we are followers of Radharani. Мы последователи Радарани. It's not our business to try to take Krishna's position in relation to Radharani or follow in his position. Не совсем наше дело, мягко говоря, принимать положение Кришны
в отношениях с Радарани. It's our position to be under the shelter of Radharani. Наше положение принимать прибежище у Радарани. So like that, we also under the shelter of Mahaprabhu. Таким образом, мы также находим прибежище у Махапрабху and acharyas. И его ачарьев. And we are worshiping Krishna and glorifying Krishna. Поклоняемся Кришне, прославляем Кришну. And always chant the holy names of Krishna. И всегда повторяем святые имена Кришны. Of course, we're chanting the name of Radharani. Hare also refers to Radharani. Конечно, мы также повторяем имена Радарани. Харе — это Радарани. But we are the, small servants. Но мы маленькие слуги. Servants of the servants of the servants of the servants. Слуги, слуга, слуги, слуги, слуги. Just as Mahaprabhu also said, he said, I am the servant of the servant of the servant of the servant of the Lord, who is the maintainer of the gopis. Как Господь Чайтанья сам говорил, я слуга, слуги, слуги, защитника гопи. Вот этот гнев, вот эти необычные эмоции, которые проявлялись между Джагананандой и Господом Чайтаньей, насколько они, скажем так, приемлемы в отношениях между преданными сейчас. То есть если у меня, предположим, такой гневливый характер и так далее, насколько это как-то может быть приемлемо в обществе вайшнавов, или человеку нужно изменить свой характер? Well, I mean, yeah, everyone's got their character, but and there may, there's room, no doubt, for certain, personal characteristics and even idiosyncrasies, we may say. Конечно, всегда есть какое-то место для проявления личностных каких-то черт, личных характеров. And we can say, can't understand this. Idiosyncrasies, Yeah. like, unusual characteristics. Даже для каких-то, может быть, необычных проявлений характера человека тоже есть место. But main thing is to, always have respect for other Vaishnavas. Но главная вещь в том, что всегда нужно сохранять уважение к другим вайшнавам. Not to come under control of, false ego. Не подпадать под контроль ложного эго. We might joke, together sometimes in a light-hearted way, but be careful not to let it get out of control, become offensive. Мы можем подшучивать друг над другом иногда, но важно всегда следить за тем, чтобы это все не выходило за рамки. Yeah. Пожалуйста, говорите. Майк. Надо включить. Харе Кришна, спасибо большое за лекцию. Должны ли мы чувствовать привязанность к Господу Чайтаньи и как ее развить? By chanting Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasti Gaur Bhaktivinoda. Повторяя эту молитву. I think also by reading the Chaitanya Charitamrita. Я думаю, также можно развивать привязанность, читая Чайтанья Чаритамриту. How many devotees have read Chaitanya Charitamrita? Сколько преданных прочитало Чайтанья Чаритамриту? Put your hands up. Поднимите руки. All or some parts? Let's say at least 50% of it. Скажем, по меньшей мере 50%. Put your hands up. Поднимите руки. So, how many percent? 10%? Сколько процентов? 10? 30? 30. Я вижу, может быть, 15 максимум. Может быть. Пожалуйста, надо прочитать Шри Чайтанья Чаритамриту. Шрила Прабхупада, он заставлял преданных BBT
издать Чайтанья Чаритамриту в течение 2 месяцев. Он спросил менеджера BBT, как быстро ты можешь издать Чайтанья Чаритамриту, и тот ответил, каждый 2 месяца можно 1 том издать. Но Прабхупада сказал, нет, надо издать все 17 томов в течение 2 месяцев. И они сделали марафон, и они успели на самом деле. Это было большое желание. Он остановил переводить Шримад Бхагаватам и сам перевел быстро всю Чайтанью Чаритамриту. Поэтому, пожалуйста, это было желание Шрилы Прабхупады, чтобы все преданные прочитали Чайтанью Чаритамриту. И так можно развивать любовь к Шри Чайтанье Махапрабху. Харе Кришна. Хорошо. Спасибо вам большое. Шри Чайтанья Чаритамрита ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Самавета Бхактивиданта ки джай, Nitai Gaur Premanandi Haribo.